Трамп дал Европе 3 недели для согласования условий капитуляции Украины и заявляет, что Киев не имеет козырей. Путин готовится распахнуть двери для западных компаний, которые бежали из России с началом большой войны. Москва может заплатить со своего кармана за восстановление Украины и тех территорий, которые захватила. Переговоры между Ташкентом и Вашингтоном. Чего хотят США от Узбекистана и почему в этой республике новые штрафы для граждан? И, наконец, уникальные кадры редкого явления в Индии и воздушная спецоперация в Калифорнии. Досмотрите. Всем привет, время Прядко, коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев, а также делитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Начнем с того, о чем говорит мир. Трамп заявляет, что его переговоры с Путиным были намного лучше, нежели с Зеленским, и уверяет, что у Украины нет сейчас никаких козырей для переговоров с Москвой. Конечно же, Трамп хвалит себя и уверяет, что достиг за 3 недели того, чего не смогла сделать администрация Байдена за 3 года. Это были в некотором роде исторические 4 недели, и мы работаем над несколькими вещами. Мы ведем переговоры с Россией и Украиной, пытаемся покончить с этой ужасной ситуацией. Это ужасно. Просто ужасно. Я видел фотографии, которые, к счастью, вам не показывают. И вам бы не хотелось их видеть. Это поле боя. Каждую неделю погибают тысячи молодых солдат, и мы должны положить этому конец. Это плохо для России, плохо для Украины и плохо для нас с гуманитарной точки зрения. У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, но не такие хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких козырей, но они играют жестко. Но мы не позволим этому продолжаться. Эта война ужасна. На украинском фронте тоже следят за заявлениями Трампа. Украинские военные намекают, что Украина продолжит сражение с российскими войсками, несмотря на позицию США. Трамп, он играет свою собственную игру. Он следует своим собственным правилам. Я думаю, не было необходимости реагировать на эти провокации. Путин приказал своему кабинету министров подготовиться к возвращению западных компаний. Это является признаком потенциального корпоративного ренессанса в результате сближения России и США. И об этом уже пишет западная пресса. Я прошу правительство подумать над тем о том, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно. Financial Times пишет, что такие заявления являются первым признаком того, что РФ серьезно настроена на возвращение западных компаний, после того, как полномасштабное вторжение РФ в Украину 3 года назад вызвало массовое бегство корпораций. По разным подсчетам, российский рынок покинули 472 иностранные компании, а еще 1360 сократили свое присутствие в стране. В США же дают понять, что дожали Зеленского. Говорят, что он уже вот-вот да и подпишет соглашение по полезным ископаемым. И эта сделка очень выгодна Украине, так как Украина таким образом станет экономическим партнером США и тем самым получит гарантии безопасности. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон тем временем отреагировал на то, что Зеленского не пригласили на переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, а также сказал, что у Америки нет никакого желания принимать еще один законопроект о финансировании Украины. Итак, я думаю, что жалобы Зеленского на то, что его не пригласили на первую встречу Саудовской Аравии и России, неуместны. Я имею в виду, что Трамп пытается установить определенный уровень, создать условия для проведения настоящих переговоров, и мы должны позволить ему делать то, что он делает. Помните, он написал «Искусство заключения сделки», он знает, что делает. И вот еще о чем пишут на Западе. Агентство Рейтер уточняет, что Россия может согласиться на использование ее замороженных Западом 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Однако Москва будет настаивать и на том, чтобы часть денег была потрачена на оккупированную часть.
Bloomberg сообщает, что Зеленский рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем тот встретится с Путиным. А поводом для этой встречи может стать подписание той самой сделки о редкоземельных металлах. В то же время в сети активно обсуждают заявление финского депутата Европарламента, члена комитета по иностранным делам Европарламента. Его слова приводит Newsweek. Процитирую: «Соединенные Штаты дали нам 3 недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США выйдут из Европы». Издание уточняет, что под капитуляцией подразумевается предлагаемое мирное соглашение, направленное на прекращение войны. Шольц же заявляет, что Украине нужна сильная армия даже после окончания боевых действий. Мы не допустим демилитаризованной Украины. Наоборот, Украине придется стать страной с сильной армией, которая, безусловно, сильнее, чем та, которую сама страна может финансировать за счет своей собственной экономической мощи. И даже после войны в Европе, США, Канаде и на международном уровне у союзников Украины будет задача, от которой они не смогут уклониться вместе. И, несомненно, еще одна интересная публикация. Французский журнал Le Point пишет о том, что президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Москву 9 мая и будет наблюдать за парадом Победы. Кроме того, французы пишут, что если новое американо-российское соглашение будет подписано, то фактически Трамп и Путин отметят это событие, наблюдая за парадом войск РФ на Красной площади. А европейцы будут наблюдать, как президент США будет салютовать войскам, которые убивали украинцев. Друзья, что вы думаете о массиве этой информации? Пишите свои мысли в комментариях. Узбекистан и США укрепляют стратегическое партнерство. Накануне госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД Узбекистана Саидовым. В официальных сообщениях говорится, что темой для обсуждения стали ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Главный акцент – это увеличение объемов торговли и расширение стратегического партнерства между странами. Договорились также активизировать взаимодействие между МИД Узбекистана и Госдепартаментом США, укреплять экономические связи и расширять деловые контакты также. Какое будущее ждет узбекско-американские связи? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, особенно подписчики из Узбекистана, и не забудьте поставить лайк этому видео. Налаживание прочных мостов между бизнес-сообществами, увеличение объемов торговли в обоих направлениях, обеспечение процветающего развития в Центральной Азии и за ее пределами были в числе главных тем нашей повестки дня. Тем временем президент Узбекистана подписал закон, усиливающий ответственность за публикацию искаженных фото и видео сотрудников МВД, прокуратуры, Нацгвардии и Таможенного комитета. Нарушителям грозят штрафы и арест. В частности, штраф составляет от 7,5 до практически 19 миллионов сумов. Кроме того, можно получить до 10 суток административного ареста, пишет издание Кун-Уз. Закон вызвал широкий резонанс. Изначально в 2022 году МВД предлагало полный запрет на съемку инспекторов ДПС без их согласия, но после общественной критики формулировки смягчили. Окончательный вариант одобрило большинство депутатов 28 ноября 2023 года. Власти уверяют, что цель закона – защитить правоохранителей от дискредитации. Как вы оцениваете такие меры? Поделитесь своим мнением также в комментариях под этим видео. Массовое гнездование 700 тысяч морских черепах в Индии. Уникальные кадры запечатлены с помощью беспилотников. На пляже Рушикуля в индийском штате Одиша произошло рекордное гнездование морских черепах Олив Ридли. Тысячи этих черепах одновременно вышли на берег, чтобы отложить яйца. И в данном случае 700 тысяч – это просто исторический рекорд. Самки роют ямки в песке и откладывают более 100 яиц, из которых через 50 дней под покровом ночи появятся малыши. Оливковые черепахи Ридли находятся под угрозой исчезновения и внесены в красный список Всемирного союза охраны природы. И необычная спасательная операция в Калифорнии. Пожарные округа Ориндж провели редкую операцию по спасению лошади с использованием вертолета. Конь по кличке Дьюз сорвался с крутого склона, заросшего кустарником, и застрял в ущелье. Спасатели попытались вывести лошадь, но животное отказывалось двигаться, осложнив эвакуацию. Когда начало темнеть, было принято экстренное решение. Ветеринары ввели лошади успокоительное, а специалисты подготовили ее к подъему в воздух. С помощью специальной системы эвакуации Дьюса аккуратно подняли в воздух и транспортировали в центр верховой езды Ши-центр, где он
теперь в безопасности. Пролет лошади, конечно же, событие редкое, а сама спецоперация яркая. И поэтому все фиксировалось на камеру. Друзья, больше новостей за эту неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск. Если вы хотите, чтобы это видео увидело больше людей, ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях. Это очень важно. А хотите помочь каналу, оформите спонсорство или нажмите на кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.